прошлом видео мы разобрали теорию астрохакинга, выяснили, как ваши личные планеты управляют вниманием миллионов и какие транзитные ситуации в буквальном смысле перекрывают кислород вашим охватом. Мы сформировали фундамент понимания того, что и для кого вы транслируете, научились читать логику алгоритмов через астрологическую карту и поняли, в какую сторону разворачивать вашу стратегию. Однако любая стратегия требует точки практической реализации. В астрологии это момент запуска или фиксации электива. Для цифрового проекта такой точкой считается время публикации первого материала, то есть видео или поста, когда информация становится доступной внешнему наблюдателю, доступна абсолютно всем. И сегодня мы перейдем от общего планирования к конкретному расчету времени. Разберем такие вот технические параметры подбора даты времени публикации. А также многие из вас сегодня наконец-то на примере анализа электива поймут, зачем же я в каждом видео из цикла связи домов гороскопа, вот здесь будет подсказка, даю вам блок с примерами трактовки карты через технику производных домов. И зачем я вообще топлю за эту технику? Кстати, шпаргалку по трактовке производных домов я все так же высылаю бесплатно, если написать мне запрос лично на почту. Не переживайте, спамом потом я никого не забрасываю, так что можете писать смело абсолютно. В очередной раз напоминаю, что на своем канале я делюсь общей информацией, подкорректированной моими личными субъективными наблюдениями. Я не претендую ни на какую истину в последней инстанции, и только вам лично решать, насколько вы разделяете мое мнение со своим, насколько вы готовы прислушиваться ко мне и нести ответственность за свои действия и свою судьбу. Поэтому будьте осознанными и не ожидайте от астрологии каких-то чудес и магии. Астрология – это только инструмент, а кто и как им воспользуется, во благо или во вред, зависит от способностей самого человека и его личного выбора. Важно проговорить, на какое время нужно строить карту электива, какой именно момент считается стартом, точкой фиксации для электива запуска канала или вашего блога. В цифровом мире это может быть не просто регистрация, а именно вот непосредственное нажатие кнопки «Опубликовать» для первого видео или поста. Это момент, когда информация становится доступна внешнему миру, внешнему наблюдателю, всем посетителям вашего блога, вашего сайта или вашего канала. И вот когда вы уже построили эту вот карту электива на время как раз запуска, скажем так, публикации первого контента и на ваше местоположение, вот это считается уже карта электива. Это такая же астрологическая карта, как и все остальные. Транзитная карта, натальная карта, солярная карта. Вот точно так же она читается, анализируется, но по своим, как говорится, правилам. Да? Нужно знать нюансы, как ее читать, как ее анализировать правильно. И вот как раз в этой карте, так же как и в любой астрологической карте, есть тоже точка асцендента и сетка домов и все остальные планеты. Да? Положение управителя асцендента этой карты, да, то есть планета, которая управляет тем знаком, где находится как раз асцендент. Вот положение этого управителя в домах этой карты может указывать на направление, как себя вести в этом проекте. То есть автору канала или блога, да, указывает вот это направление. Если, например, управитель первого дома попадает в 10-й дом, то проект быстро станет заметным и социально значимым, если вы покажете свою экспертность, способность все продумать, подготовиться, организовать правильно и удобно, например, организовать тот же самый обучающий курс или онлайн-трансляцию, или, допустим, обучающие материалы. Да? Если, например, во второй дом, да, попадает этот управитель асцендента, то проект с самого начала будет жестко ориентирован на коммерцию и личный заработок. Или это, допустим, интернет-магазин, да, и вы заранее понимаете, что вы его делаете для заработка, для продаж. И так как это дом Тельца, знака фиксированного креста, то придется, конечно же, проделать хорошую такую работу, как говорится, за кадром, да, прежде чем вас вообще заметят.
Поэтому будьте готовы изначально продумывать то, что вы бы хотели, чтобы увидел посетитель именно так, как вы хотите это показать. И наоборот, скрыть то, чего он не должен увидеть, не должен понять для себя. Да? И поэтому тут важен такой вот психологический глубокий подход, если у правителя асцендента во втором доме. Если у правителя асцендента в 11-й дом, например, попадает, да, то успех придет через сообщество, через друзей этого автора канала или какое-то вирусное распространение. Тут реально важно напоминать о себе, вкладывать идеи важности распространения этого контента, просить поделиться вашим контентом, поделиться адресом магазина и так далее. Да? В классике любого электива учитываются только планеты Септенера, но так как это цифровой мир, то высшие планеты тоже нужно учитывать. Ну, разве что если вы, например, ведете какой-то очень закрытый канал, какую-то закрытую группу, например, в Телеграме, куда вход только по приглашениям, да, для особо привилегированных каких-то людей, да, и то есть это не афишируется, не публикуется нигде, разве что там вы можете не учитывать тогда высшие планеты. Но все равно, да, как бы их влияние все равно будет подспудно влиять на деятельность этой группы, этого канала, да, потому что интернет-соединение это уже само по себе как бы идет под Ураном. О высших планетах я рассказывала вам в предыдущем таком вот большом видео, да, вот тут тоже будет ссылочка на него, поэтому я просто напомню об этих планетах, да, что Уран важен для виральности, насколько ролик залетит, не залетит, будет ли вообще всплеск просмотров по нем, да, как бы будет ли какой-то хайп, станет ли он трендовым, как бы наберет ли он популярность, да, как бы интерес к себе. Нептун отвечает за создание вот этой атмосферы, да, магии и эстетического такого гипноза, можно сказать, в блоге или на канале. А Плутон показывает потенциал влияния на массы и возможность трансформации сознания зрителей, манипулирования сознанием зрителей. Поэтому при подборе электива для создания нового канала, блога или любого цифрового проекта в первую очередь внимание направляется на Луну. Луна в такой карте рассматривается как символ аудитории, которая будет притягиваться к вам на блог, на канал, к проекту вообще, да. Аудитория в цифровой среде не является стабильной величиной, она постоянно меняется, перераспределяется, как бы пересортировывается, у каждого свои интересы, и они вот так вот все переплетаются между людьми. И алгоритмы их тоже сортируют, этих людей постоянно по разным группам. Алгоритмы рекомендуют контент разным группам людей, тестируют его на разных сегментах людей, а сами люди принимают тогда уже решение, кликнуть или не кликнуть, да, сработает ли ваш Марс или не сработает, открыть или не открыть. Этот процесс всегда динамичный, изменчивый, да, такой вот подвижный, непостоянный. Именно поэтому Луна, как символ быстрых таких вот перемен и цикличности, в элективной карте обозначает аудиторию. Напоминаю, что как раз таки именно Луну выбрали криптоастрологи, те, которые прогнозируют всплески падения курсов валют, цифровых валют, да. Именно по этому принципу, потому что Луна является символом перемен. И как раз вот Луна в элективной астрологии в плане аудитории, она тоже сигнифицирует именно аудиторию. Положение Луны по дому и знаку описывает тип аудитории, которая будет притягиваться, ее психологический настрой, характер отклика и способ реагирования. В идеале Луна не должна быть поражена планетами-малефиками и не должна делать напряженных негативных аспектов к ним. Если первый пост или регистрация происходят при Луне без курса, то проект может зависнуть в пустоте. Аудитория будет смотреть, но не будет подписываться, либо канал просто не принесет никаких результатов, каким бы классным ни был контент или тексты. Это правило пустого такого вот действия, поэтому важно, чтобы Луна не находилась в ситуации, когда, не сделав ни одного аспекта, сразу переходит в другой знак, поскольку это может указывать на
смену контекста, на изменение целей или изменение направления развития проекта уже прямо на старте. Также Луна не должна выходить в другой знак без завершения аспектной логики. То есть она должна совершать гармоничный аспект до выхода из знака. И желательно, чтобы она делала гармоничные аспекты к благоприятным планетам, к Венере, Юпитеру или Меркурию. Это создает такое вот более мягкое, устойчивое притяжение аудитории и снижает вероятность турбулентности в реакции публики. Если Луна – это живой отклик, то Сатурн – это способность вести канал годами. Поражение управителя первого или третьего дома Сатурна может означать, что проект превратится в каторгу или быстро заглохнет из-за непомерной тяжести обязательств. Хороший Сатурн дает прокачанный профессионализм в работе над каналом. Если управитель первого дома это, то есть вы, да, или управитель третьего дома, сам канал, находится слишком близко к Солнцу, в пределах 8,5 градусов, то планета считается сожженной уже. Это может означать, что автору грозит выгорание или что его индивидуальность будет полностью подавлена форматом платформы или требованиями спонсоров, например, или требованиями аудитории. А как вы думаете, что еще важно для начала такого дела? Такого творческого дела? Да, конечно же, Венера, поскольку социальные сети – это визуал в первую очередь. И положение Венеры в элективе определяет, будет ли оформление канала либо поста, там обложки, допустим, шрифты, цветокоррекция, различные сопутствующие иллюстрации, там монтаж, да, будут ли вызывать у людей вот этот эстетический такой вот восторг или желание закрыть страницу. Гармоничная Венера – это залог того, что в канал влюбятся с первого взгляда. Мало кто об этом говорит, но для быстрого старта нужно выбирать время, когда Меркурий и Марс имеют высокую скорость. Если планеты медленные, то проект будет раскачиваться очень долго, что может убить мотивацию на старте. Для любого бизнес-проекта важно, чтобы в угловых домах, а это, напоминаю, 1, 4, 7 и 10, не было планет-вредителей, таких как Марс, Сатурн, Уран и Плутон. Также важна связь управителей 2 и 10 домов электива. Это связь с монетизацией канала, это продажи от канала, либо интернет-магазина, продажи мерча. Да? Очень желательно, чтобы между этими управителями были гармоничные аспекты или взаимная рецепция. Кто не услышал, между 2 и 10 домом. Это равноправный энергообмен от ваших усилий и отдача от платформы, либо отдача от покупателей. Собственно, чаще ради всего этого как раз и начинают этот проект. Да? Потому в сети очень часто статус успешности формируется не на экспертности, как в реальной жизни, а на основании монетизации и популярности канала. А если проект создается ради денег, то стоит взглянуть еще и на Парс Фортуны. Его положение в угловых, опять же таки, домах, да, 1, 4, 7, 10, или связь с Юпитером или Венерой, да, добавляет элемент везения в получении случайных, но крупных таких вот ораторов, рупоров канала, да, которые будут работать на вас как сарафанное радио и везде делиться ссылками на ваш канал или рекомендовать вас как профи. Электив – это не только положение планет в знаках, но и энергетика времени. Запуск в среду, в день Меркурия, идеален для обучения и новостей. В пятницу, в день Венеры, для бьюти-блогов или лайфстайла, например. А если запуск будет в четверг, в день Юпитера, то это хорошее время для экспертных каналов и для расширения влияния. Мало кто высчитывает конкретный час, но если нажать кнопку опубликовать, да, видео, допустим, либо пост, да, вот что-то такое, именно в час Юпитера или Меркурия, это даст проекту мощный импульс в нужной сфере. Вы помните, да, что вот когда мы строим любую астрологическую карту, то там вот еще в данных, да, под названием еще указывается день какой планеты и час, да, какой планеты. Вот это имейте в виду.
Кстати, напишите в комментариях, учитываете ли вы на практике вот эти планетарные часы и планетарные дни. И где именно? В хорарах, в транзитах, в элективах? Или может кто-то из вас вообще учитывает планетарные дни и часы для выбора времени проведения магических ритуалов? Не скупитесь на откровения, тут вас никто не осудит за собственное мнение. И да, кстати, если этот разбор помог вам все-таки увидеть в астрологии такую вот четкую бизнес-логику, то, конечно же, не скупитесь и ставьте смело лайк. Так вы помогаете нам взламывать алгоритмы YouTube, чтобы эти знания дошли до тех, кому они сейчас действительно нужны. Важно понимать, что подбор электива – это расчетный процесс, зависящий от временного интервала, которым вы вообще располагаете. Да? В идеальных условиях, когда запуск не ограничен такими вот жесткими временными рамками, и мы можем ждать там месяц или два, пока будет благоприятная, выгодная ситуация на небе, да, необходимо добиваться все же гармоничного такого положения всех планет в карте, включая и социальные, и высшие, чтобы минимизировать вот это вот влияние планет-вредителей. Однако на практике интервал для подбора запуска проекта часто как раз-таки бывает узким, да, не таким вот большим. И невозможно сразу прямо, чтобы все совпадало идеально. И в таких случаях мы используем тогда обязательный вот этот технический минимум. 3 критических фактора, на которых держится жизнеспособность любого электива для любого проекта, начала любого дела. Да? Это первое – состояние Луны. Луна – это главный сигнификатор аудитории и общего хода вообще событий и дел. Она не должна быть сожжена Солнцем, не должна быть без курса, не должна иметь поражений от планет-вредителей, не должна быть в Козероге или в марсианских знаках, то есть Овен и Скорпион. А это вот буквально вопрос разницы в одни сутки, пока Луна сменит знак. Да? И обязательным условием является наличие хотя бы одного сходящегося гармоничного аспекта к хорошей планете, к планете-благодетелю. Также важно учитывать управителя асцендента. Это показатель автора проекта. Планета не должна быть сожжена или поражена вредителями, так как это напрямую влияет на личный ресурс создателя и его способность управлять вообще всем процессом, насколько у вас хватит личных сил, личных ресурсов, эмоциональной вот этой хватки. Да? И третье – это управитель третьего дома, сигнификатор самого канала либо блога. И здесь важно соответствие вот этой планеты управителя третьего дома тематике вещания. Канал должен управляться планетой, чья природа максимально созвучна контенту, чтобы обеспечить такую вот естественную коммуникацию с миром. А также важно учесть его удачное положение в знаке и в доме, а также отсутствие поражений от злых планет, естественно. Что имеется в виду под соответствием? Да? Соответствием я имею в виду, что если, допустим, вы запускаете какой-то бьюти-блог, да, то лучше, чтобы управителем третьего дома была Венера. Если вы запускаете канал, допустим, либо какой-то блог по строительству или по продаже недвижимости, допустим, или по каким-то темам, которые там связаны с государством, с политикой или вот что-то такое, да, то там, конечно же, лучше Сатурн, чтобы был. Если вы, допустим, travel-блог какой-то ведете, да, про путешествия, допустим, или про какие-то нотариальные или законодательные какие-то дела, там, юридические моменты какие-то, да, то лучше, конечно же, чтобы это был Юпитер. Если вы, допустим, там поднимаете тематику транспорта или обучения, допустим, вождения автомобиля, да, или, допустим, какие-то перевозки, логистика, там, какая-то коммуникация, обучение чему-то, да, именно практическое, там, какой-то канал по обучению, там, шитью, допустим, да, или вязанию, допустим, то это, конечно же, Меркурий, да, или там про детей, то, конечно же, пускай будет лучше Солнце, да, Солнце либо Меркурий, если вы там про детей, в зависимости от того, что больше творчества или больше обучения, допустим, и психологии, вот как-то так, коммуникации. То есть должно быть какое-то соответствие теме проекта, который вы запускаете.
И вот только обеспечив стабильность вот этих всех трех, как сказать, опор, да, китов, мы можем переходить тогда к анализу распределения энергии по остальным домам элективной карты. Но если планетарные часы и скорость Меркурия задают общий темп и настроение такого вот момента, то дома элективной карты это уже конкретный такой вот архитектурный чертеж вашего будущего успеха. Это те самые функциональные блоки, которые определяют, как именно накопленный заряд распределится внутри вашего проекта. После того, как определены ключевые показатели и выбрано оптимальное время, необходимо проанализировать структуру домов. В элективной карте дома описывают функциональные участки вашего проекта. От монетизации до взаимодействия с алгоритмами самой платформы, где вы размещаете этот блог или проект или канал. И давайте разберем их последовательно. Первый дом в элективной карте – это сам автор канала, как я уже говорила выше. Это сам блогер, лицо проекта. Это человек, от которого зависит репутация, монетизация и стратегические решения. Это тот, кто подписывает партнерский договор, принимает ключевые решения и несет всю ответственность за развитие канала. Стоит учитывать, что если в натальной карте за популярность отвечают дома у вершины, это 9, 10, 11, то в элективной карте канала эта логика смещается и соответствующими становятся дома 11, 12 и 1, как производные. И объясню дальше чего. Второй дом в элективной карте является производным 12 для самого канала. Он показывает то, что может быть неучтенным, скрытым, неочевидным. Это могут быть скрытые финансовые потери или расходы, которые изначально не были заложены в расчеты. Третий дом в элективной карте рассматривается как сам канал или сам блог, как инструмент коммуникации с публикой. Он описывает тематику канала, формат и мотивацию его создания. Управитель третьего дома раскрывает характер проекта, его содержание и внутреннюю направленность. Тематика, которую планируется вести, должна совпадать с символикой управителя, как я уже сказала ранее. Иначе возникает несоответствие между заявленным направлением и астрологической логикой старта вообще. Управитель третьего дома показывает, о чем канал и в каком ключе будет строиться коммуникация. Особое внимание стоит уделить связи управителей первого и третьего домов. Конфликт между ними – достаточно распространенная ситуация. Если управитель первого дома, автор, находится в напряженном аспекте к управителю третьего дома, самому каналу, да, это может указывать на расхождение между личной мотивацией автора и жизнью проекта. И в таких случаях возможно развитие сценария, при котором канал со временем начинает жить своей собственной жизнью. Особенно это вероятно, если куспид третьего дома находится в кардинальном или мутабельном знаке, либо если в третьем доме задействованы знаки разных крестов. Это может означать, что автор со временем утратит интерес к проекту, перестанет активно вкладываться в создание нового контента, а канал продолжит функционировать за счет уже созданных ранее старых материалов. Он будет работать автономно, существуя на накопленной базе. И напротив, да, гармоничная связка управителей первого и третьего домов указывает на активное участие автора в жизни канала, на проявленный его интерес. В этом случае между личностью блогера и самим проектом существует согласованность, интерес сохраняется и автор продолжает поддерживать и развивать канал. Такая конфигурация говорит о вовлеченности, устойчивом интересе и живом участии в процессе ведения канала. Фактически, значение некоторых других домов в контексте канала объясняется именно их производной связью с третьим домом. Особое внимание уделяется Меркурию как символическому управителю третьего дома. Его положение в знаке и в доме описывает условия вещания и стиль подачи информации. Меркурий показывает, каким образом будет происходить коммуникация: активно или размеренно, интеллектуально или эмоционально, аналитично или агрессивно, спокойно или хайпово. Через него можно увидеть, в какой обстановке будет происходить это вещание: студия, офис, домашняя среда или какие-то иные условия. Также Меркурий отражает амплуа самого автора, то, в каком образе он будет выступать, какой тип информации будет транслировать и каким способом будет ее структурировать. Отдельно также важно учитывать диспозитор Меркурия. Диспозитор показывает глубинную цель вещания и подоплеку создания канала.
Это такой вот стратегический вектор проекта, то есть то, что лежит в основе решения о регистрации канала или начале вещания, да, начале публикации блога. Через диспозитор Меркурия можно увидеть, ради чего в целом создается этот проект и куда он потенциально направлен. Ретроградность планет в элективной карте, особенно у правителей домов, связанных с третьим домом или расположенных в самом третьем доме, указывает на принцип обновляемых ресурсов. Это означает, что в процессе ведения канала определенные элементы будут требовать регулярного пересмотра, корректировки или замены. Если речь идет о технической стороне, это может означать обновляемую аппаратуру или технику, да, камеры, телефоны, микрофоны, освещение, рабочее место, оборудование. И все это может периодически со временем обновляться. Если канал построен на текстовом формате, то ретроградность может указывать на необходимость переписывать тексты, корректировать публикации, исправлять ошибки, как найденные самостоятельно самим блогером, так и обнаруженные его аудиторией. И, возможно, регулярная такая вот правка уже размещенного ранее материала на самой платформе. Чем больше ретроградных планет задействовано в карте, тем больше элементов проекта будет со временем меняться. Это может касаться и технической базы, и формата подачи, и расположения студии, откуда это все вещается, и визуального оформления. Ретроградность в данном контексте не всегда негативна, она показывает процесс постоянной доработки и усовершенствования. При этом важно учитывать знак на куспиде третьего дома. Если на куспиде стоит фиксированный знак и при этом присутствует несколько ретроградных планет, это может указывать на долгую жизнь канала. Такой проект, несмотря на обновление и изменение деталей, не будет быстро заброшен, особенно если эти планеты, хоть они и ретроградные, стоят в нормальных, хороших для себя знаках. Если же в знаках своего изгнания или падения и при этом в третьем доме, то тогда автор все-таки намучается с этим каналом, будет все время его перепиливать, переделывать и будет тянуть волокиту, именно мучиться будет с ним. Поэтому хорошо, если ретроградные планеты в хороших знаках и в третьем доме, да, тогда автор будет долго над ним работать, постепенно дорабатывать и улучшать его. Это может быть хорошим указанием на устойчивость и продолжительность существования блога. Четвертый дом – это второй производный от третьего, отражает ресурсы канала. Это информационные и интеллектуальные ресурсы, интеллект самого автора, его знания и опыт, его время, его материальные ресурсы, то бишь техника, оборудование, камера, звук, вложение, команда даже, да. Четвертый дом показывает, на какой базе строится проект, какие ресурсы в него вкладываются и насколько устойчив фундамент канала. Пятый дом в элективной карте – это третий производный от третьего, и он отражает, грубо говоря, интеллект и инфобанк канала со всеми его шутками, с интервью, логикой, инструментами всего этого посыла. Да? Это голос самого канала, его непосредственную подачу, стиль изложения и самовыражение через конкретные сообщения. Это то, как канал говорит с миром, но в то же время, так как пятый дом – это еще и личный дом творчества самого автора, то это еще и уникальный почерк и творческая искра, которая делает этот контент живым и узнаваемым. Если третий дом – это сам инструмент автора, да, в виде канала, то пятый дом – это мастерство владения этим инструментом, креатив и та энергия, которую автор вкладывает в каждое отдельное действие, превращая информацию в увлекательное творческое зрелище. И поэтому это дом, где голос канала – это производная от творчества и самовыражения самой личности автора. В элективной карте важно рассматривать и шестой дом, который является четвертым производным домом от третьего. Он показывает всю рутину, которая сопровождает ведение блога или канала. Это та регулярная постоянная работа, без которой проект не может существовать. И шестой дом описывает всю ежедневную или циклическую деятельность, настройку, технику, организацию пространства для съемки, написание текстовых сценариев, редактирование, приглаживание формулировок,
поиск информации, монтаж, обработку видео, обработку звука и прочие технические процессы. Это тот пласт работы, который часто остается за кадром, но именно он и формирует устойчивость канала. Без этой работы вообще не будет существовать этот канал просто. Это как раз и есть вот та база, тот фундамент, который классически мы привязываем к 4-му дому, но на самом деле вот именно вот этот 6-й дом, потому что он является 4-м от 3-го производным, он как раз и является вот этой базой для существования канала и блога. 6-й дом показывает, насколько комфортной или наоборот напряженной будет эта рутина. Иногда в эту сферу могут быть вовлечены и члены семьи, особенно если блог связан с семейной тематикой или если семья участвует в съемочном процессе. В любом случае, 6-й дом отражает объем и характер ежедневных усилий, которые потребуются для поддержания проекта. Сам контент канала, его детище, рассматривается уже через 7-й дом элективной карты, поскольку он является производным 5-м от 3-го. И 5-й дом отвечает за творчество, самовыражение, создание продукта. Соответственно, 7-й дом описывает сам контент, его характер, творческую составляющую, стиль выражения, силу или слабость материала. И через анализ 7-го дома можно увидеть, каким будет творческое наполнение канала, даже независимо от творчества и способности к творчеству самого автора. Вот в этом как раз и состоит ключевая разница в трактовке 7-го дома от 5-го, в том, что 7-й дом – это независимое творчество и вид самого канала, а 5-й дом – это непосредственно то творчество и то самовыражение, которое вкладывает сам хозяин канала, сам автор канала. Через анализ 7-го дома можно увидеть, каким будет творческое наполнение канала. Для самого автора, как человека, это живая публика, но для самого канала, как проекта, это производный 5-й дом. А значит, тут качество отношений с публикой приравнивается к качеству контента. И если 7-й дом сильнее 1-го дома, то автор рискует стать заложником ожиданий аудитории конкретного какого-то контента и в итоге потерять свою уникальность, подстраиваясь под тренды. Далее важно учитывать 6-й производный дом от 3-го. Это 8-й дом элективной карты. И в данном контексте он показывает, сколько собственных ресурсов придется потратить и сколько средств потребуется передать другим людям ради ведения канала. 8-й дом здесь описывает наемных работников и сторонних каких-то специалистов, которые могут понадобиться для развития проекта. Монтажеров, сценаристов, SMM-специалистов, редакторов, фотографов и каких-то других различных помощников. Даже большие команды водителей еще нанимают. Да? 8-й дом отражает те расходы, которые уходят вовне, на других людей. Он показывает, насколько продуман бюджет, насколько удачно рассчитаны финансовые вложения в стороннюю помощь и кого именно может потребоваться привлечь дополнительно. По положению правителя 8-го дома и планет в нем можно увидеть, насколько гармонично выстроено вот это вот взаимодействие с помощниками и не окажутся ли расходы неожиданными или чрезмерными. И в контексте элекции на регистрацию канала 8-й дом не трактуется исключительно как дом угроз или кризисов. Да, финансовые риски могут присутствовать, но в данной системе он чаще рассматривается как дом вложений и распределения ресурсов. Это пространство рутинной работы через других людей, делегирование задач и оплаты труда специалистов. И таким образом 8-й дом здесь становится показателем того, насколько грамотно выстроена вся структура расходов и взаимодействия с помощниками. Противоположный же ему 2-й дом указывает на скрытые потери, тогда как 8-й дом приобретает более практическое значение осознанных трат на персонал и дополнительных работников. 9-й дом в элективной карте канала рассматривается как 7-й производный от 3-го. Он символизирует саму платформу, на которой размещается канал, со всеми ее алгоритмами, внутренними механизмами, правилами и скрытыми системами оценки. 9-й дом показывает, как алгоритмы относятся к вашему каналу, какие рецепции складываются между платформой и вашим проектом. Это своего рода такой вот тайный рейтинг. То, как система воспринимает ваш контент, какие интересы присваивает вашему каналу, насколько активно его рекомендует или наоборот ограничивает в показах.
Девятый дом отражает позицию платформы как партнера. Это партнер по монетизации, тот самый субъект, который в дальнейшем выплачивает вам денежные средства за размещение своей рекламы в ваших видео. От того, насколько платформа лояльна к каналу, насколько алгоритмы благосклонны к нему, напрямую зависит уровень монетизации. Чем выше этот скрытый рейтинг и чем гармоничнее показатели девятого дома, тем больше платформа готова продвигать и поддерживать проект. Также в девятый дом традиционно входит число домов, отвечающих за популярность в натальной карте. Десятый дом в данной логике рассматривается как производный восьмой от третьего и описывает ценность канала для аудитории. Он показывает ту глубину и значимость, за которую аудитория готова держаться, оставаться вашим подписчиком, вашим зрителем, вашим читателем и, возможно, оформлять спонсорство или иным образом поддерживать проект. Это показатель той ценности, которую канал дает и которая удерживает аудиторию. Как и девятый дом, десятый дом связан с темой популярности тоже. При этом ретроградность управителя десятого дома в данной логике может рассматриваться даже положительно. Она может нести принцип окупаемости и равноценного энергообмена между зрителями, платформой и автором канала. И в этом случае ретроградность не означает торможение, а указывает на цикличность отдачи и возврата ресурсов, на баланс между вложениями и результатом. Ну и, наконец, 11-й дом, производный 9 от 3, который как раз и отражает масштабируемость и рост канала. Он показывает возможности расширения аудитории, увеличения охватов и дополнительные источники дохода. Причем речь идет не о монетизации самой платформы, а о стороннем заработке, реклама собственного бренда, продажа мерча, создание интернет-магазинов, какие-то дополнительные продукты и услуги, которые продвигаются через этот канал либо блог. И через 11-й дом можно увидеть доход от коллаборации с другими блогерами или наоборот потенциальные убытки от неудачных сотрудничеств. Анализируется сам дом, его управитель и их положение, конечно же, так же, как и для всех остальных домов. Именно поэтому в современной трактовке 11-й дом часто называют домом социальных сетей. Он приобрел эту репутацию благодаря своей связи с масштабированием, цифровыми технологиями, новаторством и коллективной поддержкой, за которые символически отвечают Водолей и Уран. Также 11-й дом становится одним из ключевых домов популярности именно в элективной карте. 12-й дом в данной логике показывает итоговый статус и узнаваемость, которые блогерская деятельность приносит самому автору. Это результат влияния проекта на его личный имидж, его положение и ту форму публичности, которую он приобретает. Вместе с 1 и 11 домами он формирует зону популярности в элективе. Как и для 10-го дома, ретроградность управителя 12-го дома может тоже указывать на вполне себе здоровый цикл окупаемости и энергообмена. Таким образом, элективная карта для создания канала, блога, страницы читается через несколько таких вот взаимосвязанных уровней. Луна показывает аудиторию и ее характер, 3-й дом – сам канал и его направленность, управитель 3-го дома – содержание и мотивацию, Меркурий – стиль и условия вещания, 10-й дом – ценность для аудитории, 4-й дом – ресурсы проекта, а диспозитор Меркурия – глубинную цель и стратегический смысл создания канала. И дополнительно важно, конечно же, учитывать положение Луны по крестам. Если Луна находится в фиксированном или кардинальном знаке, это дает разную такую динамику аудитории. Луна в фиксированном кресте указывает на устойчивую аудиторию, постоянных каких-то подписчиков, сформированный вот этот вайб сообщества канала и стабильную философию проекта. Это люди, которые приходят надолго и готовы регулярно взаимодействовать с контентом. Луна в кардинальном кресте говорит о притоке новой аудитории. Это постоянное обновление зрителей, изменение пропорций аудитории, смена тем обсуждений и запросов. При таком положении возможна динамичная среда, где темы и интересы зрителей будут часто меняться, но при этом будет сохраняться приток свежего внимания.
Крест Луны позволяет понять, будет ли канал строиться на стабильности аудитории или на ее постоянном обновлении. Под крестом Луны я, конечно же, имею в виду знак, который принадлежит к определенному кресту стихии. И, наконец, необходимо анализировать аспекты. Аспекты показывают связи и зависимости между различными темами ведения канала. Они указывают, какие направления будут требовать личных вложений автора, а какие потребуют привлечения сторонних ресурсов и времени других людей. А какие, может быть, наоборот, будут складываться легче и гармоничнее и как бы сами собой, без особых каких-то усилий. Через аспекты можно увидеть, где потребуется больше усилий, а где возникнет естественная поддержка. Например, по аспектам между домами или их управителями можно определить, будут ли другие люди с готовностью вкладываться в проект, или же автору придется тратить собственные силы на организацию этих всех процессов. Аспекты раскрывают взаимосвязь тем, какие вопросы будут зависеть от других и где возможны, как говорится, точки напряжения или точки роста наоборот. Друзья, если вы досмотрели до этого момента и теперь понимаете, что запуск канала – это целая наука, то поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Так вы помогаете качественному астрологическому контенту пробиваться через трудные такие умные алгоритмы и находить своего зрителя. Подводя итог, элективная карта – это не гарантия успеха, а инструмент синхронизации вашего проекта с естественными планетарными циклами. Те алгоритмы, которые мы обсуждали в контексте маркетинга, имеют свою астрологическую проекцию. И тщательный подбор времени позволяет снизить вот это вот сопротивление среды и обеспечить вашему проекту более стабильный старт. Вдумчивый анализ Луны первого и третьего домов создает необходимый каркас, внутри которого ваша стратегия из натальной карты сможет реализоваться максимально эффективно в событиях с помощью элективов. И используйте эти инструменты профессионально и осознанно, и пусть звезды всегда будут на вашей стороне. Ну а я вам со своей стороны желаю большой удачи в ваших всех начинаниях, достижения хороших, приемлемых для вас результатов, которые вы себе ставите как планку. Ну и все, пожалуйста, можете обращаться ко мне, если вам понадобится моя помощь. Все мои контакты, как всегда, есть в описании к каждому видео. Пишите, в общем, ваше мнение, ваш опыт, может быть, соприкосновения с элективами, и, может быть, кто-то действительно делал элективы для запуска своего какого-то интернет-проекта. Напишите о ваших, скажем так, результатах, о ваших наблюдениях личных. Всем будет очень интересно об этом почитать. Я считаю, что это будет полезное дело, если каждый напишет свое какое-то мнение, свой какой-то комментарий. Но на сегодня я с вами уже прощаюсь. Всем удачи, всем здоровья, берегите себя. Всего самого лучшего. Пока-пока.